Доброе утро всем добрым людям. Снимаем на камеру 360 Insta4X. Едем на работу. Я всегда забываю сказать, на что я снимаю, как, и где-то в середине видео начинаю вспоминать. Снимаем. Так, 360, что это значит? Для тех, кто не в курсе, это значит, что можно вращать видео на 360 градусов во все стороны зажатием левой кнопки мыши. Именно на видео, и вращаем ее. Или же наверху находится это такое колесико, ну, там со стрелочками, именно на самом видео слева в углу. Ну, а там можно потом клавишами А, В, С и еще какая-то, не помню, блин. Ну, их там 4 слева в углу на клавиатуре. Тоже все слева в углу. Д, по-моему. Так, ребята, ну, у нас много произошло изменений. Вот. По поводу работы, по поводу автомобиля. Вот, автомобиль полностью выгрузил, все. Готовим к продаже. Автомобиль уже старый, 5 лет, проехал 67 490. Надо менять. Так что этот будем продавать. Будем покупать новый, такой же, но с некоторыми изменениями. Этот был модельный ряд 2020 года. Мы будем покупать модельный ряд 2024 года. Какие будут там, или какие там изменения, или почему купил в такой конфигурации или в таком плане. Ну, в общем, сейчас все расскажу. Значит, этот автомобиль покупался новый 30 ноября 2020 года. Вот бы в ноябре было 30-го. То есть ключи мне отдали, автомобиль. Это вот 30 числа. И было на нем 2 километра. Фотографии до сих пор есть. Сохранил. Вот слово паразит у меня. Так. Ну а так как сейчас пустует, это там где-то что-то начало поскрипать, потому что все же время ездил вооруженный. Так, какие отличия у нового автомобиля, который хочу? Вернее, я уже его заказал, уже все. 2 двери слева и справа будут, потому что дверь только справа. Бегаешь вокруг автомобиля как идиот, если надо что-то тебе выгрузить, там, взять со стороны двери, да. А так со стороны водителя вышел, дверь открыл, взял что нужно и все. Ну, такая будет там потом конфигурация внутри. Сзади двери распашные и вариант L2. Вариант L1, он на 30 сантиметров короче. Так, в этот раз уже пол в цене. Раньше я платил сколько? 15 что ли тысяч или 12? Вот, ну, или 18, не помню. Ну, больше десятки. Вот в районе 15, мне кажется, но я могу ошибаться. Вот. Сейчас пол уже в цене. Прицепное. Из дополнительных взял прицепное и подогрев салона. Экстерный предварительный подогрев салона. Хорошая штука. Очень хорошая штука. Так. Из нововведений, которые отличаются, от модели 2020 года, беспроводная зарядка телефона. И
вот этот, как он называется, скажите, ящик для документов, вот этот справа сторона, ну, как его называть, ну, не ящик, как он, отсек, там, где вот обычно с правой стороны у пассажира, да, он охлаждаемый, при включении кондиционера он работает как холодильник. Ну, не как полноценный холодильник, но охлаждающий, вот. Не знаю, с таким еще не сталкивался, посмотрим. Ну, а все остальные плюшки... И еще. Так как выбран вариант актив, не актив, комфорт, то есть плюшек, ну, понятно, там эти, как его, бампера, зеркала, эти, как его, дверные ручки, ну, в цвете этого, как его, в цвете автомобиля, вот. Это все понятно. И чем его вот отличается, ну, вот эти вот такие вот там зарядка уже цечная на USB-C беспроводная, да, и уже в этом пакете подогрев руля. Раньше было только, ну, когда я покупал, то только был подогрев сидений, а в этом пакете уже и подогрев руля есть. Коробку автомат 8-ступенчатая. Вот, что еще? Ну, там какие-то еще нюансы есть, я все не помню, там эти мультимедиа, ручник электрический, этот, как его, круиз-контроль с тормозами, как-то он адаптивный, ну, я не знаю, как по-русски, адаптивный темпомат он называется, ну, это, короче, круиз-контроль поставил, подъезжаешь к этому и тормозит, ну, препятствие видит, а тормозит. Слежение, чтобы не выезжал с полосы, там слежение за водителем, ну, вот это, короче, всякая ерунда там, это, я не помню, если там есть этот, эти, как его, если он определяет знаки, не помню просто, но мне оно нахрен не надо, грубо говоря. Так, ну, вот такие вот нюансы. Ну, а следующий этап, что будет после покупки, ну, уже все написал, чтобы этом сделали ценовое предложение. Сделаю внутренний этот убранство, да, или как его правильно назвать, ну, не убранство, ну, выставка, я не знаю, как по-русски. Короче, внутри я сделаю мастерскую. Мастерскую в плане не такая, конечно, как там у военных, все это, но со стеллажами, со столом, с ящичками, там, со всякими креплениями и так далее. Вчера уже написал, приедут, в конфигурацию выберем, я там теоретически так примерно знаю, что мне нужно. Вот. И сделай, потому что вот, ну, я и сюда хотел, но не сложилось. Вот, не договорились мы там, и поэтому здесь будет, сделаю, потому что вот это что-то надо бывает достать, чего-то надо найти, а уже не помнишь, где что лежит, а если на самом низу, это полмашины надо разобрать, ну, в общем, было неудобно. А сейчас хочу сделать по ремеслам отделение, потому что на халтуре мотаюсь везде, где только можно. Вот. По разным ремеслам, профессиям, и как бы чтобы было все, ну, определено на своих местах, потому что, ну, хаос. Электрика, сантехника, отопление, гипсокартон, ну, такое вот все, какой-то мелкий такой вариант.
всякие запчасти, шурупчики, болтики. Ну, в общем, ну, классно. Мы должны как? Хорошие люди должны работать хорошим инструментом и выглядеть профессионально. О, вот это я сморозил. Так. Ну а сейчас, так как машину уже разгрузил полностью, уже все, ну, осталось только еще снаружи помыть, уже внутри все готово, чисто, чтобы уже сдавать в какой-нибудь автосалон ее там или как. Или просто, ну, объявление еще не давал, но уже подготовил. Думаю, на следующих выходных, в зависимости от работы, подам. Ну вот, потому что автосалоны, ну, на выкуп не сильно хочется, там будет под цену. Но посмотрим. Посмотрим, что будет, как будет. Должно быть все хорошо и красиво. Вот. 177 лошадей, забыл сказать. Вот 2-литровый мотор, дизель, 177 лошадей. Вот у нас тут вот реконструкция идет. Строят вокзал возле станции метро. Вот, а сейчас пойдем еще на реконструкцию, это через возле главного музея. Там у нас центральную площадь тоже реконструкцию делают. Вот. А я получил новый объект с 30 апреля. Ну и вот у меня немножко сейчас изменилась график работы. Поэтому едем туда. Вот и что-то стало, даже как освободил машину, что-то стало, ну, стало жестче, потому что выгрузил все это и постукивает задний мост, ну, балка задняя, ну не мост, а вот как, ну, жестковато она стала. И стала поскрипывать где-то что-то, ну вот, может этим, как его, скажите, я скажу этим, воды побрызгать, чтобы оно там в этих креплениях. Так, ну за время, вот это время эксплуатации у меня что был? У меня датчик отблё, даже, ну, что-то с ним случилось, но гарантия у машины 250 тысяч или 5 лет, ну, что раньше, да? Но 250 тысяч, я не знаю, что надо делать, чтобы наездить. Я вон за 2 года, за 5 лет наездил 67, блин. А это в год надо 50, блин. Охренеть. Ну, надо с нее не вставать тогда. Ну, а жить когда, да? Вот. Ну и что еще? Что еще так вот? Объект вот этот получил, ну, короче, там, что были передо мной, в общем, вкратце. Вот тут у нас вот реконструкция, тут обалденную вещь делают. Тут это вот с левого здания в правое будет мост, тут будет парковая зона, все это, и вот через это вокзал реконструкция происходит. Нормально, вот прям с отеля, прям туда, в торговый центр, там еще, ну, не торговый центр, там офисы, магазинчики и всякое. В общем, классно они себе придумали. Все туристы будут ихние. Так вот, и на этот объект хлопцы, в общем, ну, относились спустя рукава, да, так вот. Так что у меня там работы, блин, не початый край. Не знаю, за что хвататься. Ну, планирую себе вот там на день, на 2, на 3, так вот, как планирую. На месяц там вперед нет, а вот на следующий, ну вот сегодня знаю, что буду делать. Вот в зависимости от того, что сегодня сделаю, посмотрим, что будет, значит, среда, четверг. Я там 3 дня. Понедельник, среда и четверг. Вот у нас эта реконструкция, блин, идет полным ходом. Две недели тут или 3 недели не ездил, только хоп, уже левую сторону разобрали, была правая разобрана. Сейчас уже левую, тут уже, ну, просто обалдеть.
Так что тут движняк серьезный. Ну вот у меня она там работает, в общем, непочатый край. Вот. Машина нужна как кровь из носу. Так как у меня инструмент профессиональный, а то, что нам покупают для обслуживания объекта, ну, это без слез не глянешь. Ну, как всегда, экономят. Но за работу спрашивают, да, говорю, да не, ребята, так не бывает. Поэтому вот сегодня будем эти двери, замки менять, двери везу свой инструмент. Чтобы там открыть, там замок сломался, дверь нельзя открыть без ключа, ну, вернее без ключа, и с ключом не открывается. Ну вот сегодня будет демонтажный такой объем работы. Что-то с утра странно, в среду так хорошо ехало перед праздниками, а в пятницу у нас рабочий день, но так как четверг был выходной, то народ взяли в себе все отпуска, ну, отпускной один день. То вообще была такая красота ехать. Ну, а сегодня уже все. Начался этот рабочий процесс. Рабочие будни, да, ну это все. Все-таки зараза так вот пустая машина постукивает. Но объект я получил на другом конце Праги. Это с одного конца в другой. Так что вот как-то так. Вот наш знаменитый Новосельский мост. Но в связи с тем, что назад, когда едешь, там еще реконструкция, так вот от главного вокзала, вот там где-то эта раскопанная улица, вот это, что мы сейчас проехали, вот это все стоит. Оно как бы едет, не стоит там черепашьим шагом, но проехал, стал, и такими волнами. Вот это конгресс-центр с огромными залами для всяких конференций, мероприятий, новогодних и не только праздничных. Ну, в общем, огромные залы внутри, огромнейшие. Я не знаю, если одни из самых больших, но, правда, в отеле Ольшанка там еще тоже очень огромный. Не знаю, в Хилтоне не было, а вот в Ольшанке, да. Но там один, а тут их несколько. Ну, в общем, огромный этот. Залы. Что-то я раздевался. У нас, ребятки, еще у нас еще холодно. Вот сейчас в среду я садился, не, в пятницу. Рано, да, ну вот в 6 часов я садился, наверное. Не, вру. Я ехал попозже, я ездил в поликлинику, на рентген меня послали. Так я выезжал что-то в 7 часов. Было 4 градуса, ну а сегодня 8, теплее уже. Ну холодно. Садишься и подогрев уже сиденье не включал. Но салон в салоне печку включил. Ну, не печку, температуру поставил. Да, если там к машине вернуться, то там вот это вот все автоматическое, и кондиционер, и отопление. Температуру просто поставил и все. Ну, она раздельная. Еще 3 сиденья. В сиденьях куча. Ну, тут
тут два отделения в одном. Ну, в среднем сиденье поднимаешь его, там этот, как его называют, ну не сейф, а емкость такая, кармашек огромный такой, ну огромный, ну по размерам сиденья, да. А подлокотник есть еще тут. Вот, он на целое сиденье, на ширину целого сиденья. Так еще и в нем там есть. Сверху как бы такая резиночка, под которой можно документы засовывать, а потом этот, он раскрывается, как бы еще и удлиняется, и там еще такой маленькая емкость такая, ну, простор такой небольшой, там для этого, там для ключей, для таких вот мелких всяких еще и таких, я не знаю чего, ну, больше чем ключи не положить. И тут подстаканники были слева и справа в приборной панели наверху прям. А вот в том, там как-то вроде по-другому. Я помню, что есть. Но, по-моему, не в панели, а где-то здесь вот. Ну и так как коробка передач автомат, то приборная панель меняется, рычага не будет. Там такой джойстик маленький такой, ну, как не кнопочный, а такой, не знаю даже как объяснить. Ну и там потом посмотрим. Так что заказал, аванс заплатил, ну, ждем, когда привезут. Быстро не будет. Вот. Объект я получил почти на выезде из Праги. Ну там совсем чуть-чуть и уже будет табличка «До свидания». Ну, не совсем, конечно, там еще ехать и ехать, как бы. Но уже очень близко. Вот так вот. С одного конца в другой. Вот такой у нас утром движняк. Как говорит Вова Путлер, движуха. Тут сейчас где-то знак будет уже 100. Можно топить. Ну а вот все въезжающие в город. Сейчас через время, ну, короче, 8 часов через мост уже не проехать. Да раньше, наверное, будет. Начнется там столпотворение. Так, ну все, вот сейчас мы поворотик наш. И мы почти приехали.
У нас с кругами как-то еще так терпимо. Но в Италии там круг на кругу, там это что-то страшное было. Вот тут когда едешь, так с этих кругов там не выезжаешь, блин. А во Франции, красавцы, там на круг, когда заезжают, там они уже включают сразу поворотник, чтобы показать, куда едут. Вот только он въезжает в круг и показывает, если там влево, и он дальше поедет, или вправо, и сразу будет съезжать. Или чуть попозже, когда проедет первый, чтобы это... Ну, в общем, там вот прикольно было. Мы в прошлом году были в Нормандии, вот там мы проехали от Бельгии аж до этого, до Мон-Сен-Мишеля. Вот, да, прикольно было. Вот именно с этими кругами было прикольно. Я, например, вот этого не знал. Они вот въезжают вот сейчас и включают поворот, куда едут, блин. Ну, а там потом переключают его. Ну, классно, тогда тот, кто стоит на противоположной стороне, уже понимает и выезжает на круг или это. Ну, у нас круг, кто на кругу, тот на главной. У нас так сделано. Вот. Нет помехи справа. Так, вот, ребятки, ну вот, все. О, зайцы, видите, у нас зайцы все бегают. Нормально на работу приехал. Лисицы, фазаны, это такое как. Вот пошел. Пошел хлопец заниматься делом. Ну вот мы приехали. Это наша, это, наверное, нет. Сейчас я посмотрю. Она нет. Что-то не понял. На ресепшене. На рецепции. Вроде нет. Но утверждать 100% не буду. Ну все, ребятки. Всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч. Мы приехали.